Music Genius. Друзья, всем привет! Сегодня поговорим об очень интересном цапике от компании EPZ и их новых амбушюрах EPZ M100, которые я в последнее время использую со всеми наушниками, что у меня есть. Амбушюры приходят в таких прозрачных кейсах с надписью M100 и логотипом компании. И как видите, у меня есть все три размера. Самый маленький размер это S, средний M и самые большие это L. И вот они прям реально огромные. Я даже не знаю, по чьи уши они будут в самый раз. Давайте их посмотрим. Я был очень удивлен, но мне подошли только самые маленькие амбушюры. Хотя, например, Tanzu Sankai я использую либо средние, либо большие. Ну, понятное дело, в зависимости от наушников. А здесь с Tanzu Neja лучшее и комфортное использование было именно вот с этими, что имеют самый маленький размер. И эти амбушюры реально классные, мне понравились сразу. Они немного прибирают яркость на высоких частотах, что очень хорошо подходит для более ярких наушников по подаче. И самое главное, что они безумно удобные, сидят в ушах просто идеально. И со звукоизоляцией тут все отлично. Да и смотрятся они на деле очень даже хорошо. И не собирают на себе грязь и прочий мусор, что очень важно. В общем, от себя к покупке я эти амбушюры определенно рекомендую. Ну а теперь давайте рассмотрим ЦАП. Он приходит в небольшой коробке с приятным оформлением, зарисовкой самого устройства на лицевой части и названием этой модели TP50. А сзади нам указали все технические характеристики и в качестве ЦАПа нам поставили тут два. Cirrus Logic 43198, а за усиление отвечает два RT 6863. Выходная мощность на обычный 3.5 составляет 121 мВт, а на балансе мы получаем 240 мВт. Соотношение сигнал-шум на 3.5 выходе составляет 125 дБ, а на 4.4 130 дБ. И динамический диапазон соответственно также хорош, 125 дБ и 130 дБ на балансе. И особенно удивляет диапазон воспроизведения от 20 Гц до 80 тысяч кГц, что просто замечательно, да? Ну ладно, давайте теперь рассмотрим комплектацию более подробно. Здесь нас первым делом встречает инструкция и сертификат качества. Отличный 8-жильный кабель Type-C, а вот переходник на USB-A для подключения к компьютеру вам придется где-то докупить отдельно. Ну благо у меня их очень много, и это не проблема. Ну и вот он, сам цапик EPZ TP50, он очень небольшой, выполнен из металла с приятной расцветкой, и самое главное, что его выделяет, это OLED-экран. И это очень удобно, когда видно всю информацию, и лично мне нравится, что все тут аккуратно подписано и отображается как надо, да и шрифт очень даже приятный. И на одном торце тут расположились два выхода для подключения наушников, обычный 3.5 и балансный 4.4, а на другом торце есть вход для подключения комплектного Type-C кабеля, а тут сбоку находятся основные кнопки, и они даже подписаны. Та, что с буквой М, открывает меню, а плюс и минус, понятное дело, регулируют громкость и управляют настройками меню. И в меню тут нам доступно абсолютно все, что можно и необходимо, начиная от изменения уровня усиления. Есть корректировка баланса между левым и правым каналом, есть выбор одного из цифровых фильтров, включая просто превосходный Non-OS, который просто замечательно работает, особенно на очень ярких наушниках, прибирая остроту и резкость на высоких частотах. И тут даже есть некий улучшайзер для эффекта аналоговости, и имеется включение цифрового SPDIF на 3.5 разъеме. Есть функция подавления щелчков и несколько настроек для экрана и заморозка всех установленных параметров и сброс их на заводские значения. В общем, чего тут только нет. И главное, заметьте, что все тут на самом деле-то нужно. И давайте по фильтрам сразу скажу, что если вы слушаете какие-нибудь техничные детальные наушники с нейтральным и взрослым теплым тюнингом, например, как Tanzu Neja, то обязательно ставьте вот такой Fast фильтр. А если у вас есть энергичные и местами рисковатые на высоких частотах наушники, то попробуйте послушать их с Non-OS фильтром. Он буквально в корне меняет дело и приглаживает верхний диапазон,
Причем на слух это очень заметно, даже не надо проводить какой-то слепой тест, так как разница сразу очевидна, что с ним звучание становится более теплым и расслабленным. Но, например, на тех же Танзунежа это уже не имеет смысла, поэтому для них лучший вариант, чтобы сохранить их изюминку и фирменную подачу, это Fast Filter. С ним они звучат максимально прозрачно и воздушно, звучание очень открытое, хоть заслушайся, что называется, даже несмотря на то, что ЦАП в несколько раз дешевле наушников, но, как видите, я спокойно могу пользоваться им с этими наушниками без каких вообще либо проблем. А тестировал все наушники я в основном на балансном выходе. Тут и мощи очень много, да и по звучанию мне все нравится. Этот цапик, как и цап из предыдущего обзора, без проблем раскачивает что полноразмерные планары, что динамические, а с внутриканальными наушниками у него вообще проблем никаких нет. Запас по громкости очень большой. Танзунежа я слушал обычно на громкости 25-27, а максимально возможное значение тут это 100. Поэтому, думаю, понятно, что проблем с раскачкой наушников у этого ЦАПа вообще никаких нет. И даже планары Sivga P2 Pro больше 45 мне не приходилось выкручивать. Поэтому считаю, что результат просто отличный. Но самое главное это, конечно, звучание этого устройства, и оно заметно отличается от цапика из предыдущего обзора. Этот цап звучит более нейтрально, я бы сказал уже по-взрослому правильно, с более техничными, детальными высокими частотами и с куда более теплым и расслабленным тоном подачи на средних частотах. У него тут нету никакой добавочной энергии, как было в случае с Fosi Audio, и тонально это очень сбалансированный и почти линейный по звучанию цапик, который также почти никак не окрашивает звучание и не добавляет ничего от себя в звук. По крайней мере, точно не старается это сделать, особенно при использовании Fast фильтра. Звучание очень бодрое, атакующее и техничное, с прекрасно подчеркнутыми транзиентами и атаками, и прозрачным и воздушным тоном на высоких частотах. Да и более заметная раскрепощенная аналитика определенно радует тут слух. Микронюансы, различные послезвучия и хвосты от реверберации, все тут как на ладони, как и должно быть на грамотно спроектированном ЦАП-усилителе. И этим ЦАПом вы точно можете долго пользоваться. Я даже не знаю, с какими наушниками у него могли бы возникнуть какие-то реальные проблемы или недостаток чего-либо, так как справляется со всеми наушниками, что я слушал, в совершенно разных ценовых категориях вообще без проблем. И прошу заметить, именно так, как и должен показывать себя в деле современный источник. Ну а вывод по ЦАПу EPZ TP50 у меня получился таков. Это по праву прекрасный ЦАП-усилитель для наушников с отличным внешним видом и возможностью небольшой, но заметной корректировки звучания за счет подбора фильтров под конкретные наушники. Звучит он благородно, прозрачно и поистине с аудиофильским уклоном и раскрытием всех микронюансов в музыкальных композициях. Все, что вам остается, это купить соответствующие наушники высокого уровня и наслаждаться музыкой. От себя я определенно рекомендую этот цапик к покупке. Ссылка на покупку цапа и амбушюр находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Спасибо всем за просмотр, с вами был IC Genius, всем удачи и пока.